Привет, друзья! Сегодня я помогу вам расставить все точки над «и», или, говоря более грубо, макануть в чан с говном упоротых хейтеров и недобросовестных маркетологов, у которых не осталось ни стыда, ни совести, поскольку они обманывают доверчивых домохозяек, причем не на 1, 2, 3 децибела, которые, в принципе, можно было бы считать приличным обманом. Так вот, они обманывают в части важнейших характеристик аудиотехники не на 1, 2, 3 децибела, а на 20 и даже 30 децибел. Причем, как говорится, даже не моргнув глазом. О чем, собственно, будет речь? Речь будет о моем фонокорректоре. Су 21 век, версия 7. Вот этот. Он уже есть в продаже в магазине Имрад. И пользуется хорошим спросом, поскольку при его цене около $100 он обеспечивает параметры аналогичные и даже лучше, чем у аппаратов, которые дороже на порядок или даже на 2 порядка. Вот так выглядит плата собранная. Вот так она монтируется в подвал любой вертушки, а не через длинный кабель, который насасывает наводки и дополняет входную емкость. Вот так он экранируется. И имеет вот такую зависимость коэффициента гармоник от выходного напряжения. Видно, что он при номинальном выходном напряжении по 1,5 вольта имеет коэффициент гармоник 0,2%. Ну-ка найдите мне сейчас, хейтеры, какой-нибудь фонокорректор, который при номинальном выходном напряжении имеет клир 0,2%. Не найдете. Даже у Грааля Ванденхула, и то больше. А Грааль Ванденхула стоит 26 килобаксов. Но да не об этом дело. Давайте дальше. Почему, собственно, я решил заснять это видео? Да потому что хейтеры, набросившись на мой винил-корректор начали пинать его ногами. Почему? Потому что они видят, что продажи их устройств за килобакс, за 1,5, за 2 и даже за 10 килобаксов. Я о них дальше упомяну. Упали просто, потому что появился вот этот мой фонокорректор. Что мой фонокорректор? Я гарантирую, какие характеристики. Я гарантирую, что у моего фонокорректора по отношению к стандартному входному уровню 5 мВ обеспечивается отношение сигнал-шум минус сигнал-шум 86 дБ. Коэффициент гармоник 2 десятитысячных. И коэффициент усиления 49 дБ. И кроме того, я гарантирую, что у меня АЧХ моего устройства соответствует стандарту MEC 60098, вторая редакция с дополнением номер 4, от 1 Гц до 45 кГц, благодаря применению высокочастотной апертурной апериодической моей коррекции, а не стандартной с большой входной емкостью и 47 кОм. Интересно отметить, что те аудиофилы, самодельщики, которые уже повторили, сами спаяли, собрали, установили в свои вертушки и сделали прослушки моего фонокорректора, все единогласно с положительными оценками дают свои отзывы. Скажем, брал у друга, слушал, очень понравился. Он переиграл мой за 15 тысяч гривен. Это один из любителей, кто-то взял у друга послушать мой
фонокорректор. И вот такой отзыв даю, что у него он звучит лучше, чем тот, что за 15 тысяч гривен. Я попытался выяснить, что это за что у него за фонокорректор. Он ответил, что iFi Macro. Дальше я про него расскажу. Я делал в свое время обзор конкурентов моего фонокорректора. Это The Grail SE от Vandenhula, Accuphase C47 и iFi Audio iPhone 3 Black Level. Я значит, вот здесь, вот в этом аналитическом обзоре уже рассматривал все три эти моих конкурента. При этом The Grail Vandenhula стоит 26 килобаксов. Этот самый Accuphase C47 около 10 килобаксов. Ну и самый такой бюджетный из хай-эндовских iFi Audio iPhone 3 Black Label, он стоит около 1000 баксов. То есть на порядок или на 2 дороже, чем мой. Обзоры эти все, они, кстати, есть у меня на Патреоне. Вы можете зайти на Patreon и посмотреть мои обзорчики этого дела. Как, впрочем, и мастер-класс по шумам в аудиотехнике тоже. У меня вообще в Патреоне на сегодняшний день 284 новых публикаций. Заходите, читайте. Надо, конечно, порегистрироваться. Но будете видеть 284 моих новейших публикаций с моими новейшими разработками. Ну, скажем, вот в этой публикации мастер-класс мой по шумам в аудиотехнике. Я совершенно четко показываю, что у меня сигнал-шум фонокорректора 86 дБ, и что сигнал-шум у МЗЧ высокой верности 120 дБ. Вот в этой вот публикации я привожу реальные измерения сигнала шума. При расчетных 86 дБ, измеренное 89 дБ. Тоже можете посмотреть. Заходите в мой Patreon, не пожалеете. Конечно, надо порегистрироваться, там будет. Но я думаю, если у вас есть деньги на хай-энд и на аудиотехнику, то $3 в месяц вы сможете заплатить. Хотя бы разово. Ну, давайте еще почитаем отзывы. Значит, во-первых, значит, вот этот пользователь написал, что мой фонокорректор звучит лучше, чем тот, который у него был за 15 тысяч гривен. Это iFi Macro. Следующий. Давайте почитаем. Легкое воздушное звучание, чистые, высокие. Мечта аудиофила. Слышно даже через YouTube. Величайшее уважение Николай Сухов бы это называл. Да. Значит, дальше. Даже с ютубным сжатием очень хороший звук. Яркий, детальный, чистый. Следующий. Спасибо, отлично звучит. Мягенько, прозрачно, четко, нежно. Вот. Что там? Яркий, открытый звук. Приятное звучание. Понравилось. Следующий. И самое приятное, это то, что даже на головке 3600, это самая бюджетная головка аудиотехники, можно получить комфортнейшее звучание. Супер. Следующий. Отличный корректор. Спасибо, Николай Евгеньевич. Собрал версию 5, потом доработал до версии 7. Собрал второй комплект. Работает. Ну, ладно, дальше мы, наверное, читать не будем. Он классно звучит. Ну, все, как говорится, отзывы положительные. Но нет же. Есть хейтеры, которые пытаются очернить эту мою разработку. Ну, как, впрочем, мы раньше очерняли МЗЧ высокой верности, SDP2 и прочие разработки. Так аргументация, знаете какая? Аргументация следующая у этих хейтеров. То, что, ну вот одна из аргументаций, противопоставляют моему этому корректору вот такой вот, например, корректор как TIAC PI505 предусилитель. Это уже начало хай-энда, даже средний хай-энд, потому что такой девайс стоит от 1500 евро до 2000 баксов. Вот. И в его характеристиках, сейчас мы посмотрим его характеристики, которые изготовители
указывает, это изготовитель указывает, TIAC фирма. Это не кто-то, это не хейтеры, не эти самые, это маркетологи фирмы TIAC указывают. Смотрите, что они указывают. Характеристики. Ага, вот. Видите? Сигнал шум для головок 106 дБ. Вот. 106 дБ для головок. Ну, понятно. Вот за эти цифры хейтеры и цепляются. И приводят. Смотрите-ка. У Сухова 86 дБ, а у TIAC 106 дБ. Так кто лучше, Сухов или TIAC? Понятно, да? Ну, или вот один из самых дорогих акуфейзов C47. Тоже приводят следующие данные. Смотрите-ка, у Сухова 86 дБ, а у акуфейза, вот хорошего акуфейза, смотрите-ка, 102 дБ сигнал шум. Вон, сигнал шум 102 дБ. Так кто лучше, акуфейз или Сухов? Вот такие вот наезды на меня. Но, ребята, смотрите. Тот, кто внимательно следит за моими публикациями, уже нашел, на чем играют маркетологи. Что они впаривают доверчивым домохозяйкам. Смотрите-ка. Вот эти 102 дБ. Это, во-первых, сигнал шум при rated output. Rated output. Сигнал шум rated output. Смотрим, что такое rated output. Это 2 вольта. Видите? На выходе 2 вольта. То есть вот эти 102 дБ относительно 2 вольт на выходе. Еще не догадались, в чем дело, да? Давайте внимательнее тогда смотреть. Вы видите? 40 дБ. Input. Сигнал шум 102 дБ. Относительно 2 вольт на выходе при коэффициенте усиления 40 дБ. А вот тут я сейчас поймаю маркетологов акуфейза за одно место и первый раз макану в чан с говном. Смотрите, как я это сделаю. Давайте расставлять стаканы по своим местам. Что такое 2 вольта на выходе при коэффициенте усиления 40 дБ? 40 дБ это коэффициент усиления сколько? Правильно, 100. Значит, 2 вольта на выходе при коэффициенте усиления 40 дБ это 20 милливольт на входе. Ребята, 20 милливольт. То есть вот эти вот 102 дБ сигнала шума относительно 20 милливольт на входе. Для тех, кто не знаком со схемотехникой и параметрами фонокорректоров для грампластинок, я привожу ГОСТ по электропроигрывателям и звукоснимателям. Смотрите, усилитель для магнитного звукоснимателя должен иметь чувствительность 5 милливольт. И относительно этих 5 милливольт должны быть приведены все шумы и все характеристики. 5 милливольт, а не 20. Сумеете определить, что 20 милливольт в 4 раза больше, чем 5? 20 милливольт разделить на 5 милливольт получается 4. 4 в децибелах это 12 децибел. Ребята, понятненько, да? Вот так. По ГОСТу входной сигнал должен быть 5 милливольт. Ну, кстати, ГОСТ это не, как говорится, Библия, а Библия является стандарт МЭК 61938. Там тоже входной сигнал, вот он, входной сигнал входа в магнитного звукоснимателя ММ типа 5 милливольт. То есть на 12 децибел меньше
того, что мы с вами вычислили. Акуфейс приводит 102 дБ относительно 2 вольт на выходе или 20 милливольт на входе. Она-то не относительно 20 милливольт, а относительно 5 милливольт, то есть на 12 дБ ниже. Вот первый пункт этого обмана состоит в том, что вот из этих 102 дБ надо вычесть 12. Если мы измеряем сигнал-шум со стандартным входным напряжением 5 милливольт. 102 отнять 12 получается сколько? 90 дБ. Уже ближе, да? Но это еще не все, это еще не весь обман. Смотрите, 102 отнять вот эти 12 дБ не до уровня, или переуровня по сигналу, не до уровня по шумам. 90 дБ. Это еще не все. Смотрите, тут еще один нюанс. Видите, условия измерения input shorted, то есть закороченный input, закороченный вход. А у нас-то вход не закороченный. У нас-то вход разве закороченный? Вы слушаете грампластинки с закороченным входом? Нет. У нас ко входу фонокорректора подключена головка звукоснимателя. А по тому же стандарту ГОСТу и по тому же стандарту МЭКу, я уже не буду его открывать, чтобы не терять времени. Смотрите, вот тут вот номинальное сопротивление источника, видите? Смотрите, вот эта звездочка. Что? Читаем вот этот вот абзац. При измерении параметров, указанных в стандартах или ТУ на аппаратуру, следует применять эквивалент звукоснимателя, состоящий из последовательных соединений индуктивности 500 миллигенри, сопротивления 1 кОм. И параллельно им подключенная емкость от 125 пик. Смотрите, 500 миллигенри и 1 кОм, а это совсем не короткое замыкание входа. Это реальное сопротивление, которая содержит и индуктивную, и резистивную составляющую нашей головки. Тогда будут измерения корректные. Уловили, да? Вот вторая часть. Я, забегая наперед, скажу, что короткое замыкание входа для фонокорректора на полевиках на входе приводит к завышению сигнала шума на 9 дБ. Я это чуть-чуть дальше покажу реально в микрокапе. А если у вас фонокорректор на биполярных транзисторах, то выигрыш, в кавычках, получается на 14 дБ. Вот так. Видите, да? Итак, что же мы тогда получим? Вместо 102 дБ, впаренных нам маркетологами Акуфейза, мы из этих 102 вычли 12 дБ, потому что у нас входной уровень они задают неправильно. На самом деле не 20 милливольт на входе, а 5. То есть вместо 102 у нас остается 90 дБ. И из этих 90 дБ мы еще должны вычесть 9 дБ за счет вот этой составляющей, что у нас нереально закороченный вход. В связи с тем, что у Си-47 входные каскады фонокорректора выполнены на полевиках, мы вычитаем 9 дБ из сигнала шума. Из 90 вычесть 9, остается сколько? 81 дБ сигнала шума. Вот это уже похоже на действительность. Вот такие пироги, ребята. Это с Акуфейзом, да? А теперь давайте вернемся к ТИАКу PE505 и аналогичным образом просчитаем, насколько обманывают нас маркетологи ТИАКа. Что мы тут смотрим? Мы тут смотрим, что у них такое же выходное напряжение, 2 вольта на выходе. Так? Они говорят, что у них относительно rated output, то есть полного выхода, вот rated output тут указан 2 вольта. Так? Rated output. Опять-таки input shorted, то есть закороченный
вход. И этот вот PE505 фирмы TEAC обеспечивает 106 дБ. А при каком коэффициенте усиления? Значит, gain low. Что такое gain low? У них gain low для головки вот тут задан 34 дБ. То есть это даже меньше, чем у Accuphase C47. 34 дБ это 50 раз. Понятненько, да? Так что мы считаем? Смотрите, считаем. 106 дБ. Нам сначала надо привести эти 106 дБ к нормальному уровню на входе. Вот эти 2 вольта на выходе мы делим на 50, то есть на 34 дБ. 2 вольта на выходе делим на 50. Сколько это мы получаем? 40 милливольт. Еще раз, 2 вольта выходных. Мы должны определить, относительно какого входного уровня эти самые, значит, тиаковские маркетологи измеряют сигнал-шум на входе. Выход 2 вольта делим на 50, получаем 40 милливольт. То есть они считают, что 40 милливольт у них на входе, а должны были считать, что там 5 милливольт, а не 40. То есть тиаковцы еще сильнее обманывают потребителей, чем аккуфейзовцы. Что это значит? Это значит, что они в 8 раз завышают входной сигнал. 8 раз это 18 дБ, ребята. 18 дБ, а не 12, как в Accuphase. Таким образом, 106 дБ отнять 18, это получится 88 дБ. Это только за счет того, что у них уровень входной не номинальный 5 милливольт, а высосанный из пальца 40 милливольт. Ну-ка найдите мне сейчас головку звукоснимателя типа, у которой номинальное выходное напряжение 40 милливольт. Не найдете. Номинальное входное напряжение для фонокорректора 5 милливольт. Так вот, значит, относительно 5 милливольт TEAC PE505 обеспечивает при закороченном входе, опять-таки, 88 дБ. А теперь смотрим схемотехнику, значит, PE505. К сожалению, я не смог найти напрямую эту схемотехнику этого красивого. Вот у него корпус красивенный. Смотрите, какой красивый. Вот это вот TEAC 505. Он очень красивый. Ну, 2 килобакса надо же как-то отрабатывать, хотя бы внешним видом. Вот он очень красивенный, да? Значит, но, к сожалению, я не нашел его схемы, не сервис-мануала, не схемы. Но я нашел вот в описании, вот здесь вот, у Стива Хоффмана, его вскрытый монтаж. И видите, тут вот стоят эти самые запараллеленные по 4 пары транзисторов, биполярных транзисторов. Посмотрим еще тут. На фотках есть или нет? А, вот тут еще на фотках хорошо видно. Вот видите, по 4 пары, входной каскад, по 4 пары биполярных транзисторов. Я нашел у себя в загашнике схему TEAC PAB10. Примерно аналогичный MC предусилитель, который тоже, вот видите, 4 пары биполярников на входе. Раз, два, три, 4. И второй канал. Раз, два, три, 4. По 4 пары биполярников на входе, запараллеленных попарно и еще в диф-каскаде. Ну, то есть для нас важно уяснить, что тиаковские фонокорректоры имеют вход на биполярных транзисторах. Это значит, что, помните, да, что для биполяров у нас
закорачивание входа приводит к искусственному занижению шумов на 14 дБ. Итак, что мы в результате имеем из расчета шумов TEAC PE505? Из 106 дБ мы вычли 18 из-за того, что завышен входной уровень. Вместо 5 мВ 40 мВ. Осталось, получается, вместо 106 дБ 88 дБ. Плюс еще из этих 88 дБ необходимо вычесть 14 дБ из-за биполярного входа. Из-за того, что измерения приведены input shorted при закороченном входе. То есть 106 минус 18, 88. И из 88 отнять 14 дБ мы получаем сколько? 74 дБ, а не 106. Вот так. Понятненько, да? То есть реальный сигнал шум у TEAC PE505 не 106 дБ, а 74. Если брать не короткозамкнутый вход, а с подключенной головкой звукоснимателя, а как же иначе мы можем слушать музыку без головки-то? При закороченном входе музыки никакой не будет. Вот это первое. И второе, значит, не относительно 40 милливольт, как указывают тиаковцы, а относительно стандартных 5 милливольт, ребята. Вот такие пироги. Самое интересное, дальше что? Я захожу на вот этот вот более-менее заслуживающий доверия файл обозрений аудиотехники Audio Science Review и начинаю смотреть, что же ребята, исследующие разные девайсы, написали про этот же самый TEAC PE505. Смотрим, что у них тоже вызвало удивление то, что 106 дБ с магнитным звукоснимателем. Почему вызвало удивление? Потому что кто-то из них нашел в каком-то немецком журнале обмер этого, значит, TEAC PE505 на аудио прецишене. И ребята намерили, смотрите, Rauschhabstand, это сигнал шум, для магнитного звукоснимателя 5 милливольт с внутренним сопротивлением 1 килоом, что они намерили? 75 дБ. Видите? Немцы намерили по стандартам у TEAC PE505 75 дБ. А что я вам 2 минуты назад сам намерил? 74. По моим расчетам 74. Немцы намерили 75. И мои, и немецкие данные в корне отличаются от 106 дБ, которые тиаковцы впаривали своим потребителям. Помните, видите, вот 106 дБ они впаривали. Вот так, ребята. Так, ну что дальше? Дальше, чтобы закончить с тиаками, я хочу обратить ваше внимание на одну вещь, тоже достаточно интересную у этих тиаков. То, что вот смотрите их входной каскад, вот он построен на транзисторах, он Q1, Q2, Q3, Q4, 101, 102, 103, 104. Вон тип транзистора 2SC 3329BL. Это малошумящий транзистор фирмы Toshiba. Вот его даташит. Он заслуживает нашего с вами внимания, знаете чем? Тем, что еще в далеком, я уже не помню в каком году, он где-то в 90-е годы выпускался этот транзистор. Ну, 20 лет назад, точно назад выпускался. Так вот, уже в те времена, смотрите, это один из очень редких транзисторов, у которых было в технических условиях в даташите. Вот, 2SC 3329. У него в даташите было специфицировано сопротивление базы, объемное сопротивление базы 2 Ома. Ну, кроме эквивалентного входного шума,
спектральной плотности входного шума 0,6 нановольт на корень с герц, типовая, да? Значит, у него вон в даташите отдельной строчкой, где тут оно? Вот, отдельная строчка, вот она, это отдельная строчка. Base Spreading Resistance при токе коллектора 1 мА 2 Ома, типовое значение. Так что, в принципе, достаточно знаменательный транзистор, который можно использовать и который, в принципе, видите, он не особенно-то и хуже, чем те ZTX 951, 851, которые я месяц тому назад тоже разбомбил. И сегодня тоже упомяну, кстати, потому что в конце я упомяну о реакции Эндрю Рассела на мои высказывания про его X-Ultra. Но это в самом конце. А пока что только намотаем на ус то, что вот достаточно интересный транзистор Toshiba применен в входных каскадах вот этих вот тиков. Вот. Хорошо, про тики, наверное, мы завершаем. Дальше давайте, наверное, посмотрим про iFi. Меня спрашивал человек про iFi, я ему ответил. Вот iFi, предусилитель. Смотрим его. Вот iFi, вот спецификации iFi. Смотрим здесь. Усиление для ММ 40 дБ. Так. Дальше то, что мы смотрим, 86 дБ. Сигнал шум для ММ. 86 дБ относительно 1 вольта на выходе. Ну, теперь вы сами уже по проторенной дорожке сами можете вывести на чистую воду айфайцев. Смотрите, 1 вольт на выходе при усилении 40 дБ. Это сколько на входе? Совершенно верно. 10 милливольт, а не 5. Если у нас 10 милливольт на входе, а не 5 милливольт, значит мы получаем завышенный сигнал шум на 6 дБ. То есть вот здесь вот айфайцы обязаны были указать не 86 дБ, а 80 дБ, то есть на 6 дБ меньше. И тут написать не ре 1 вольт, а ре 0,5 вольта, потому что у вас при усилении 100, 5 милливольт на входе, это полвольта на выходе. Так вот так и указывайте. А то указали ре 1 вольт и уже 86. Да давайте здесь 10 вольт напишем. Тогда у нас будет 106 дБ, вот те вот, которые были у тика. Но вы меня поняли, как поступать с хейтерами и особенно с маркетолухами, которые впаривают неправильные цифры. Так, ну вот, это касательно, значит, у нас iFi. iFi у нас вот такой. Давайте еще я хочу упомянуть, я его упоминал вот в этом аналитическом обзоре, как мой основной конкурент, это Grail SE+, от Alt van den Hula. Это самый дорогой на сегодняшний день значит, винил-корректор. Его цена вон 29 килобаксов. Я про него достаточно много написал, вы можете у меня подробно прочитать в Патреоне. Но сейчас я хочу отметить другое. Я хочу отметить следующее по Ван ден Хулу. Ван ден Хул, как вы понимаете, человек очень богатый и очень умный. Вот. Ему врать, наверное, особо смысла нету. Но посмотрите, насколько он более, как говорится, адекватно описывает свой аппарат. На сайте Absolute Sound сделан был обзор Van den Hul Grail SE Phono Stage. Вот.
Вот так вот он выглядит с единственной кнопочкой включения. Такой минималистское оформление. Но не об этом речь. Смотрите, сейчас мы почитаем, что прописывают Vandenhoel. Specifications and Pricing. Смотрите. Ну, при цене 26 килобаксов, да? А смотрите, Vandenhoel не постеснялся указать, что у него сигнал-шум больше 70 дБ. То есть вот 71 дБ будет, и он уже соответствует. То есть он не написал 200 дБ. А ведь за такие деньги мог бы и написать. Но человек честный, и свою репутацию он бережет. Он не растрачивает по мелочам. 70 дБ, видите? Vandenhoel Grail SE Phonostage. 26 килобаксов, 70 дБ. Вот этого можно поверить. Вот так, ребята. Учитесь у Vandenhoel говорить правду. Оно, конечно, дорого и сердито, но ведь правда ж. А правда, она и есть правда. Это не кривда, это не обман. Молодец, Vandenhoel. Ну, теперь перед тем, как закрыть лишние вкладки в браузере, я рекомендую вам запомнить вот эти вот ссылочки. Вот эта ссылочка на мой Patreon с аналитическим обзором конкурентов фонокорректора SU-21. Вот эта вот ссылочка на мой мастер-класс по шумам в аудиотехнике, где я рассматриваю все вопросы. Вон там куча файлов, да, и по шумам, собственно, элементов, транзисторов, операционников, и по шумам МЗЧ высокой верности, вот, и по шумам, значит, фонокорректора. В общем, все вопросы в мастер-классе по аудиотехнике. Вот ссылочка, так? Тоже у меня в Патреоне. И, собственно, вон метрология сигнала, измерения железячного сигнала шума фонокорректора. При расчетном значении сигнал шум 86 дБ, реально измеренное 89. Вон конструкция реальная. И вот как она измерялась средствами Adobe Audition. Эти, значит, ссылочки я закрываю, вы их скопировали. Значит, ссылочка с комментариями. Вот. И, значит, с прослушкой фонокорректора. Собственно, ссылка на интернет-магазин, где можно купить этот фонокорректор имрадовский, imrad.com.ua. Вот. Ну и переходим к следующему этапу этого моего видеофильма, в котором я покажу вам, откуда взялись вот те цифры, которыми мы оперировали, что при коротком замыкании входа винил-корректора с полевиками на входе добавляется к сигналу шуму несуществующие 9 дБ, а при коротком замыкании входа винил-корректора с биполярными транзисторами добавляется несуществующих 14 дБ. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот, смотрите. Значит, вот эта схема моего фонокорректора версия 7. Входной каскад на полевиках, второй диф-каскад, выходной каскад и схема поддержки сервосистема поддержки нуля на выходе. Как видите, в схеме у меня нету ни одного разделительного конденсатора, ни обычного, ни электролитического. Благодаря вот этой вот схеме на операционничке
из-за которой вообще в моей схеме нету ни одного электролита, которые жуют звук, во-первых, а во-вторых, они высокие все. А у меня схема маленькая. Вот мой вариант, значит, изготовления. Это печатная плата SMD-шная 20 на 45 на 3 мм высота. Вы видите, что ни одного элемента выше 3 мм здесь у меня нету. Вот. Значит, смотрим теперь, что я хочу показать вам в микрокапе. В микрокапе я хочу показать, что при закоротке входа шумы этой схемы уменьшаются. И мы посмотрим с вами, насколько они уменьшаются. Для этого я запускаю анализ по переменному току, AC-анализ, с выводом данных по выходным шумам и шумам входным. Вернее, тут у меня только выходные шумы как спектральная плотность и выходные шумы как интеграл от спектральной плотности. То есть вот здесь вот мы будем видеть, сколько у меня на выходе шумов среднеквадратических значений. Не нановольты на корень с герца, а просто нановольты или там сколько, микровольты. Причем я сделал степпинг по резистору R2 от 0 до 150 кОм. Резистор R2, смотрите-ка, что это такое. Это вот этот вот резистор входной. Резистор R2, я его закорачиваю. То есть просчет сейчас будет делаться в двух вариантах. Резистор 150 кОм с вот этой вот головкой. Головка у меня тоже, кстати, видите, 1 кОм и полгенри. То есть я провожу измерение шумов в полном соответствии со стандартами ГОСТ и стандартом МЭК. То есть у меня подключен не просто источник напряжения, а через эквивалент головки. Полгенри, 1 кОм. Смотрим шумы. Анализис AC Run. Вот. Нижний график вот на 20 кГц это интеграл от шумового напряжения. Включаю F8 курсорчик и наблюдаем. Что мы наблюдаем? Что при КЗ, то есть R2 равно нулю, при КЗ входа у нас выходные шумы 116 нановольт. Вернее, это шумы, приведенные ко входу на 281, на коэффициент усиления разделено. Значит, у меня приведенные ко входу шумы при КЗ входа 116 нановольт. А при нормальном источнике, ну, когда головка подключена, 332 нановольта. Вот, смотрите, во сколько, видите? Вот. 116, 332. Ну, вернее, тут 117, 116,9, будем считать 117. А это 332. Что еще интересно, на верхнем графике это спектральная плотность шумов в нановольтах на корень из герц. Вот. Это нановольта на корень из герц. Ну, тоже видно, что при полном сопротивлении тут вон почти, там сколько там, 4 с лишним нановольта на корень с герц, на килогерца, а при КЗ входа 2. А интегральные вот шумы вот 332 и сколько? 117. Что мы теперь делаем? Чтобы определить, насколько у нас занижаются шумы при КЗ входа, я должен 332 разделить на 117. 332 разделить на 117 это 2,84 раза. 2,84 раза. 2,84 раза это, смотрите, 9,1 дБ. Ну, грубо говоря, 9 дБ. То есть в 2,84 раза уменьшаются шумы при закоротке входа. Это 9 дБ. Ну, как я и говорил, то есть для фонокорректоров со входом на полевиках, как мой, значит, винил-корректор СУ 21 века, мы
путем закоротки входа, выигрываем 9 дБ, как я и обещал. Да? Ну что еще тут интересно? Вот пока мы сидим в микрокапе с моим, давайте я еще вам одну вещь интересную покажу. Вот stability. Run stability. Что такое stability? Это петлевое усиление с разомкнутой обратной связью. Видите, вот этот вот график верхний синенький, это график петлевого усиления моего фонокорректора. Вы совершенно четко видите, что от 1 Гц до примерно 90 кГц, сейчас мы включим курсор, видите, на 1 Гц у меня петлевое усиление 48 дБ. Потом немножечко оно проседает, там до 36 дБ проседает в районе 30 Гц, а потом выравнивается и идет аж до 80 кГц тоже. То есть в районе 40 дБ петлевое усиление практически горизонтально. Это значит, что у меня в схеме практически не зависит глубина обратной связи от частоты. Это несмотря на то, что АЧХ очень глубоко изменяется. От минус 20 дБ на 20 кГц до плюс 20 дБ на 20 Гц. Глубина изменения АЧХ любого фонокорректора 40 дБ, грубо говоря. Так вот, у меня, благодаря моей схемотехнике с высоким выходным сопротивлением третьего каскада выходного, нагрузочное сопротивление этого каскада состоит из вот этой вот цепочечки общей обратной связи. И этой же цепочечке пропорционально и усиление третьего каскада без обратной связи. То есть видите, как здорово? У меня глубина АЧХ, глубина изменения АЧХ 40 дБ, а глубина обратной связи при этом не меняется практически 40 дБ. Благодаря этому и на низких, и на средних, и на высоких частотах у меня очень низкий коэффициент гармоник и очень хорошая перегрузочная способность, как на высоких, так и на низких частотах. Вот, чтобы вы посмотрели, что такое коэффициент гармоник, я сейчас включу еще одну. Значит, вот Harmonic Distortion, да? Еще один анализ, и вы убедитесь, насколько низкий коэффициент гармоник в моей схеме. Вот это рисуется график зависимости коэффициента гармоник на частоте 1 кГц в зависимости от выходного напряжения. Вот это выходное напряжение, это 1 вольт, это 10, это 100 милливольт выходное напряжение, а это коэффициент гармоник. Вот смотрите, ну вот это всем понятно, почему он начинает расти, потому что здесь это у нас, сейчас я включу курсор, F8, видите, у нас выходное напряжение 18 вольт, уже 1% коэффициент гармоник. Но это потому что начинает ограничивать по питанию выходной каскад операционничка. А вот когда у нас 17 вольт выходное напряжение, коэффициент гармоник всего-навсего 0,02. При 10 вольтах выходного напряжения коэффициент гармоник уже 0,01. Но это большая перегрузка. Значит, при номинальном выходном напряжении, скажем, вот сколько, ну, возьмем 1 вольт, да, или там 1,5 вольта, вот какие тут точки просчитаны. Смотрите, вот это вот 100 микро, это уже 0,1%. Вот это 1000 доля процента, а вот это 10-тысячная. Так вот, при выходном напряжении чуть больше 1 вольта у меня коэффициент гармоник 0,1 доля процента. 10-тысячная, повторяю. Не 0,01%, не 0,01, а 0,1. Вот что такое коэффициент гармоник моей схемы. Вот так. Но это значит, мы отвлеклись немножко от темы шумов. Вы запомнили, да, и убедились, что та цифра 9 дБ бонуса несуществующего, которые маркетологи впаривают, когда пишут, что у вас входное, значит, шумы при закороченном входе, input shorted, это 9 дБ они
выигрывают таким образом. Так, теперь давайте посмотрим, сколько же у нас вот этот вот выигрыш в кавычках, то есть насколько надувают потребители те маркетологи, которые приводят данные по шумам винил-корректоров на биполярных транзисторах. Я использую вот эту вот схему. Это схема винил-корректора Эндрю Рассела X-Ultra. У него тоже вон биполярные транзисторы на входе, модные нынче, но развенчанные мной ZTX 851, ZTX 951. Сейчас мы посмотрим, насколько изменяются шумы этого усилителя, если мы коротим вход или оставляем вход с эквивалентом головки. Как и в моей схеме, заходим в анализ, AC и Run. И вот у нас два графика. Вот это спектральная плотность шума при R-source равно нулю. А вот это вот спектральная плотность шума при R-source равно 47 Ом. Но это для MC предусилителя, поэтому здесь не 47 кОм, а 47 Ом входное сопротивление головки. Так вот, смотрим. При КЗ входа, смотрите, у нас спектральная плотность 217 пиковольт на корень с герц. Вот она. Это приведенная ко входу спектральная плотность шумов. Она у нас для КЗ входа 217, видите, пиковольт на корень с герц. А смотрим, сколько у нас при подключенной головке. А при подключенной головке у нас 1,141 нановольт. Это 1141 пиковольт. Вот. 217 и 1141. 1141, 217. Делим 1141 на 217. Получаем 5,26 раза. Или 5,26 раза это 14,4 децибела. Ну, я принял для округления 14 децибел, но вы теперь видите, что в моих данных все правда. То есть короткое замыкание входа винил-корректора для входного каскада на биполярах приводит к искусственному завышению сигнала шума на 14 дБ. Ну и вы помните, что если полевики на входе, то 9 дБ. Вот так. Ну и в заключение я хочу ознакомить вас как правильно сказать, с развязкой, что ли, моего спора с автором вот этой схемы MC-шного предусилителя на ZTX 851-951. Это Эндрю Рассел. Мы с ним чуть ли не полгода спорили о том, что при входном сопротивлении 3 Ома в его вот этой схеме, вот эти вот 12 Ом, они очень сильно губят сигнал-шум всей системы от головки до выхода. Почему? У меня отдельный фильм есть про это, и отдельный мастер-класс по этим ZTX 800, называется «Демистификация ZTX 851-951». Смотрите у меня в YouTube и у меня на Патреоне. Значит, я показал микрокапель, что это, в общем-то, и понятно всем должно быть, понимаете, что если входное сопротивление вот этого вот каскада с общими базами, две общих базы, без обратных связей, то есть голые две общих базы, имеют входное сопротивление 3,5 Ома. Так вот, если у меня головка 12-омная, то от собственной АДС головки, пока сигнал дойдет вот сюда, на вход этих транзисторов, он поделится во сколько раз? Значит, 3 разделить на 15. Вот. Во много раз поделится, там больше 10 до 20 дБ деления. А Рассел почему-то считает, что сигнал-шум надо измерять относительно вот этой точечки. Это же неправильно, потому что шумы-то приводятся к сюда, а сигнал-то у нас делится в, скажем, в 5 раз вот сюда.
то чтобы шумы приведенные не к эмиттерам были, а к вот этому источнику, их надо увеличить в 5 раз, эти шумы. А Рассел это отказывался принимать. Я уже ему и в микрокапе показал, и везде. Ну, человек не понимает, что если у меня вот отсюда сюда делится в 5 раз сигнал, то шумы, чтобы сигнал-шум был эквивалентным, шумы вот из этой точечки вот в эту надо увеличить в те же самые 5 раз. Но он никак не соглашался. Но после того, как я ему привел видео с скриншотами реального значит, обмера, вернее даже симуляции в микрокапе, он таки сдался. Вот его ответы. Значит, вот он приводит очередной раз в очередном своем ответе сначала спектральную плотность шумов его усилителя при КЗ входа. Тут вон видите 0,2 нановольта на корень с герц. Ну, примерно так же, как и у меня. Смотрите-ка. То есть при КЗ входа у меня тоже вон на килогерце, грубо говоря, 0,2 нановольта на корень с герц. Все правильно. Но это при КЗ входа. А если у меня реальный источник сигнала, вон шумы в 5 раз выше. Ну да, ладно. Значит, вот при КЗ входа Рассел согласился, что все в порядке. И я согласился, что все в порядке. Но при КЗ входа мы грамм-пластинки не слушаем. Вот он набрал. Он в микрокапе не владеет микрокапом. Он все набирает в Lightspice. Набрал свою схему в Lightspice. Так же, как и я. Потом сделал степпинг по сопротивлению источника от 3,5 Ом до 35 Ом. Ну, я до 47, потому что 47 Ом это еще не самая высокоомная МС-головка. И у него, как это ни странно, смотрите-ка, тоже получилось увеличение шумов. Но почему-то он считает, что это не шумы усилителя. А чьи же это шумы, ребята? Это не шумы резистора 12 Ом. Шумы резистора 12 Ом в несколько раз меньше. Это шумы вот этого делителя, которые приводятся даже Lightspice правильно ко входу. Смотрите, у него при нулевом сопротивлении, вот это нижнее зеленое, у него 0,2 вот этих же нановольта осталось. А при 35 Омах сколько там у него? Ну 3 вон этих самых, 3 нановольта на корень с герц. Правильно, даже 4. Все правильно, шумы увеличиваются. Вот, шумы увеличиваются. А он почему-то считает. Вот он даже собрал схему не только предусилителя МС, он и ММ предусилитель полностью собрал. Да еще выходные фильтры у него. И все начал просчитывать. Привел эти самые данные. И потом что мне отвечает, смотрите. По отношению к 1 вольту на выходе, моя головка Benz с 12-омным значит, картриджем обеспечивает по самому значит, Эндрю Расселу 70,4 дБ. Сигнал-шум. Правильно. Я тоже согласен, что у него 70. Ребята, я с этим сразу был согласен. Но 70 на 20 дБ хуже, чем то, что он описывал у себя в статье. Потому что у себя в статье он написал, что у него 90 дБ. Я сейчас это покажу. Вот. Привел данные симуляции в Lightspice, которые практически один к одному совпали с теми данными, которые я рассчитал полгода назад и показал ему для своего значит, микрокапа. И я ему ответил: дорогой Эндрю, я согласен, что 71 дБ. Но что же тогда у нас с шумами, приведенными ко входу? Давайте посчитаем. Минус 71 дБ по отношению к 1 вольту. Ну, как Рассел написал. Вот он написал. 70,4 дБ. Ну, я добавил ему 0,6 дБ. Ладно, уж пусть будет 71 на него. Относительно 1 вольта. Смотрим. Вот, я привожу, я согласен, что 71 дБ относительно 1 вольта на выходе — это эквивалент 0,28 милливольт на выходе. Или это 178 нановольтов относительно входа.
при коэффициенте усиления, который он указал. Ну, для всей своей схемы. Так вот, 178 нановольт, приведенных ко входу шумов, это если 178 разделить на 141, ну это на корень из 20 кГц, чтобы перевести нановольты в нановольты на корень из герца. Так вот, 178 разделить на 141, получается, приведенные ко входу шумы, спектральная плотность, 1,26 нановольта на корень с герц, а не 250 пиковольт на корень с герц, как утверждал и утверждает Эндрю Рассел. Интересующиеся могут проверить, что 12-омный резистор создает не 1,26 нановольта на корень из герц, а только 0,44 нановольта на корень из герц. Я это особенно тут тоже привожу, потому что, да, несмотря на мои вот эти доводы, дальше Эндрю Рассел пытается убедить, что эти вот 1,26 нановольта на корень из герца, это не его предусилитель создает, а создается вот этот вот резистор 12-омной шумы. Так посчитайте, 12-омный резистор обеспечивает спектральную плотность шумов 0,44 нановольта на корень из герца. Это гораздо меньше, чем 1,26 нановольта, которые и Рассел привел относительно своего минус 71 дБ, да и я тоже рассчитывал. Ну вот так вот. Те, которые люди хотят посмотреть мой мастер-класс по предусилкам, вот есть у меня в ютубике, да и в моем патреоне фильмы с названиями «Демистификация ZTX». Посмотрите мои фильмы, там подробно все рассказано про все предусилители X-Ultra Эндрю Рассела, и заодно там рассмотрен предусилитель Дугласа Селфа, вот как конкурента Рассела, да и моему. Ну вот так, ребята. То есть, грубо говоря, сдался наш Эндрю Рассел. Все-таки 71 дБ, а не 90 дБ. Я сейчас вам покажу. Вот его статья. Это часть первая. С предусилком вот этим вот, который для MC головок, который я анализировал в микрокапе. Ну и он потом анализировал, так. Но он в этой статье в первой части нигде не привел сигнал шум. Только писал, что у него 220 пиковольт на корень с герц или 210 пиковольт. Измеренные. Вот. Измеренные 220, а просимулированные в LightSpace 210. Но я взял 250. У меня получилось 217, если вы помните, да? Вот тут у меня получилось сколько? Вот, сейчас посмотрим. У меня на килогерце... Ага, вон 217, видите? У меня получилось 217. У Рассела в его расчетах он пишет 210. 210 в его расчетах и 220 в реале. Ну, его реал получился ближе к моему расчету, чем даже у него. Но дальше он сигнал шум нигде не пишет. Это во второй части его статьи. Сейчас мы найдем в самом конце, сколько же он утверждал, что у него сигнал шум. Это его предусилитель, для головок, REA. Вот. Блок питания. И в самом конце, где тут самый конец? Ага, вот в самом конце он пишет, что means related noise measured ниже 100 дБ для головок, для входа, и 90 дБ, минус 90 для MC головок. Я ему полгода назад сказал, что и это враг, и это враг. Я такого
не бывает вообще. Это самое. Он полгода сопротивлялся, но видите, значит, сейчас таки сдался. Вот, и признал, что не 90 децибел, а только 71. То есть то, что я ему писал тогда, полгода назад, что вы где-то на 20 децибел ошиблись, господин Рассел, он тогда не верил, да и сейчас вроде, как говорится, поверить-то поверил, но пишет, что это не виноват не его усилитель, а то, что 12-омный резистор в головке шумит так. Так это не 12-омный резистор шумит. Это не тепловые шумы 12-омного резистора, а шумы из-за того, что у него на входе, прямо на входе, стоит делитель напряжения 1 к 4. То есть 12 дБ он тут же просто проигрывает по сигналу шума прямо на входе еще до активных элементов транзисторов. Ну все, ребята, наверное, на сегодня все. Наверное, я вас уже утомил. Большой привет Эндрю Расселу. И всем вам. Всего удачи. Всегда ваш Николай Сухов.